История произошла в Мантуру, Индия. Как и большинство мужчин в деревне, Амбо был рыбаком и жил спокойной жизнью. Но все изменилось после встречи с опасным животным. Амбо родился в деревне и провел полжизни на воде. У него была старая деревянная рыбацкая лодка, на которой он каждое утро отправлялся в море ловить рыбу и продавать ее на рынке порта. Он тяжело работал каждый день, чтобы содержать своего младенца сына Бодхи. Каждая лодка с рыбой помогала Амбо оплатить обучение Бодхи в начальной школе. Он не хотел, чтобы его сын стал таким же рыбаком, как он. Он хотел, чтобы у сына была лучшая жизнь, чем у него самого. Амбо работал в основном в одиночку. Ему приходилось готовить приманки и рыболовные снасти, и каждый день отправляться на своей лодке на море, что было не так-то просто. Он жил на пляже и припарковал свою маленькую лодку поблизости. Каждый день ему приходилось проходить узкую речку в течение 10 минут, пока она не впадала в спокойную часть моря. В одно неопределенное утро, когда Амбо достиг моря, оно было спокойным. Солнце только поднималось над горизонтом, когда он подходил к одному из своих любимых мест. Он был там раньше, чем другие рыбаки, и ему это нравилось. Ведь отсутствие конкуренции могло привести к большим уловам. Но если бы он знал, что ожидает его в воде в тот день, он, возможно, даже не пошел бы на свою лодку. После того, как он остановил свою лодку и подготовил удочки для рыбалки, Амбо был готов расположиться и наблюдать за восходом солнца. Но у него не было много времени для отдыха. В воде что-то поджидало, что навсегда изменило его жизнь. Одна из его удочек вдруг сместилась влево. Амбо выглянул за край лодки и подумал, что это, должно быть, крупная рыба. Он был рад, что смог так быстро сделать такой ценный улов. Но затем он увидел тень чего-то плавающего на несколько метров под поверхностью воды. Контур этих объектов был явно слишком широким и сильным для рыбы. Тень резко потянула за собой рыболовную леску. Вскоре создание рвануло удочку за собой и было брошено в воду. Амбо слишком медленно реагировал и не смог поймать это своевременно. Однако у него не было времени беспокоиться о возможности упустить большой улов. Ведь его лодка начала раскачиваться, и он отчаянно пытался стабилизировать ее. В этот момент из воды выскочило огромное зеленое тело. Среди брызг воды Амбо заметил, что у этого существа были острые и заостренные зубы, и даже его кожа казалась шероховатой. Он понял, что это был крокодил. Он уже видел крокодилов в мелководных местах, но никогда не так далеко в болоте. Амбо также заметил, что это был не взрослый крокодил. Он, возможно, имел длину 1,5 метра. Однако мужчина испытывал страх и надеялся, что хищник вскоре развернется и уплывет. Но этого не произошло. Вместо этого он увидел нечто ужасное, когда тот искривился и кувыркался в воде. Большая пластиковая мешка застряла у него во рту. Когда животное пыталось раскрыть пасть, казалось, что оно задохнется. Амбо был все еще в шоке. Не каждый день приходится сталкиваться с таким существом. Но в то же время он знал, что должен помочь крокодилу. Он подавил свой страх и осторожно поплыл к хищнику. Он старался сохранять спокойствие, всегда осторожно избегая быть пойманным. С помощью своей рыболовной удочки он попытался вырвать пластиковый мешок из головы крокодила. Но тут произошло нечто неожиданное. Он почти справился, когда в один момент невнимательности споткнулся и упал в воду. Паника охватила мужчину. Крокодил поплыл к нему с угрожающими глазами. В тот момент рыбак уже думал, что его сейчас схватят. Он думал о своей жене и сыне и представлял, как его схватят крокодилы. Но этого не произошло. Вместо этого хищник подплыл к Манну и остановился совсем рядом с ним. Амбо был смущен и потрясен одновременно.
Несколько сантиметров перед ним был крокодил с острыми зубами, но он не повредил ему. Великан, казалось, понял, что Амбо хочет помочь ему. Мужчина не колебался и осторожно вырвал пластиковый мешок с головы животного, спасая его от неминуемой смерти. Затем он оттолкнул его от себя легким толчком и вернулся на свою лодку. Рыбак и крокодил глубоко смотрели друг на друга на короткое мгновение. Прежде чем что-то осознать, Амбо схватил весло и отплыл от места. Крокодил, наконец, уплыл подальше. Амбо не мог поверить в то, что только что произошло. Его уровень адреналина поднялся, и ему потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя и осознать, что только что пережил. Но день еще не закончился, и он станет еще более странным. Некоторое время спустя, когда Амбо вернулся к реке со своим сыном на рыбалку, его жена позвонила ему. Она сказала ему, что произошло что-то удивительное. Крокодил, которого они видели 3 года назад, вернулся, и казалось, что ищет Амбо. Поскольку его не было рядом, его жена покормила крокодила, так же, как и соседи, которые рассказали о том, что произошло много лет назад. На следующий день Амбо вернулся домой и обнаружил крокодила там. Они поздоровались на мелководье реки. И крокодил позволил Амбо подойти очень близко. Хищник оказался не таким маленьким, как он помнил. Теперь он стал взрослым крокодилом, примерно 3 метра длиной от головы до хвоста. То, что не изменилось за все это время, так это любовь и доверие, которые он испытывал к Амбо. Животное помнило, что тот спас его жизнь того дня, так много лет назад. С тех пор Амбо назвал крокодила Риска. С того дня крокодил каждый день оставался рядом с деревней. Часто он плавал к его дому, ища его и, конечно, что-нибудь поесть. Местные жители привыкли к этому необычному зрелищу и вскоре полюбили животное так же, как и Амбо. Это продолжалось годами. Когда Риска не появлялся, Амбо делал что-то неожиданное. Он вытаскивал свою лодку, отправлялся на реку и искал его в окрестностях, как любой хозяин домашнего животного сделал бы, если бы его собака или кошка потерялись. Со временем сын Амбо, Бодхи, тоже полюбил крокодила. История с крокодилом вдохновила Бодхи на перемену. Он начал регулярно очищать реку от пластика и мечтал стать политиком, чтобы предотвратить загрязнение, вызванное соседними кораблями. Крокодил продолжал навещать дом Амбо в следующие годы. Иногда он следовал за его лодкой обратно по реке, как в первый день. Никто бы не поверил, что крокодил может доверять человеку. Но дружба Амбо с Риской научила иначе. Поставьте, пожалуйста, лайк, если вам понравился рассказ, и подпишитесь на канал.